Привет! В этом видео хочу показать тебе 5 своих самых любимых движений из стиля Heels. Я их чаще всего использую в своих импровизациях, хореографиях, потому что эти движения выглядят максимально ярко, запоминающиеся и дают почувствовать себя сексуальной кошечкой, дают почувствовать свое тело. И мне очень хочется поделиться этими движениями с вами. Эти движения подойдут абсолютно для всех. Неважно, какая у вас растяжка, какая у вас гибкость, занимались вы или нет, эти движения как раз классный старт для того, чтобы начать заниматься Heels. Первое движение у нас будет восьмерка головой. Я обожаю это движение, я делаю его чаще всего вообще всегда и везде, поэтому я вам покажу. Я для этого даже распущу свои волосы, на секундочку. Смотрите, восьмерка головой. Мы учим сейчас очень структурно по точкам, чтобы было понятно, и потом эти точки соединим. Сначала у нас голова наклоняется на правую сторону, то есть мы ушком тянемся к плечу, но плечо при этом не поднимаем, плечи вообще не задействуем, сейчас у нас работает только голова. То есть мы тянемся ушком к плечу, теперь мы меняем и тянемся подбородком к плечу, да? То есть у нас было ушко, подбородок. А теперь то же самое делаем на левую сторону, ушком, подбородок, да? То есть меняем точки, еще ушко, подбородок, ушко, подбородок. А теперь мы делаем то же самое, только плавно соединяем эти точки ушком и подбородком. Раз, два, еще 3, 4. Ага, хорошо. То есть мы как будто гладим наше правое плечо, гладим наше левое плечо. Мяу. Еще, и еще, и еще, и еще. Хорошо, теперь смотрите, к этому движению можно добавить амплитуду, да, то есть это может быть мягко, мы как будто рисуем восьмерку. Почему называется восьмерка головой? Потому что мы условно представляем, что в воздухе рисуем восьмерочку, да, то есть я вот рисую головой восьмерку направо, ой, извините, налево, да, то есть мы меняем сторону, раз и два, рисуем восьмерку в воздухе, 3, еще 4, да. Смотрите, меняем амплитуду. Нам волосы могут в этом даже помогать, но оно будет выглядеть немножко резче, да, то есть бум, 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 еще. Вот, и улетаем, короче, вот. Смотрите, здесь важно, чтобы волосы вам действительно помогали, а не мешали, потому что если вы чуть-чуть не доделаете мах, не сделаете резкий вот акцент, то волосы будут падать вам на лицо, это будет выглядеть вот так. Вот так это будет выглядеть. А если вы будете делать резче, да, то есть резче замах, бум, резче поворот, резче замах, резче поворот. Видите, у меня волосы точно так же летают восьмеркой. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Классная работа с вестибуляркой, если что. Эти движения можно делать абсолютно в разных плоскостях. Это можно делать стоя, да, в том положении, в котором мы с вами и учили. Это можно делать сидя, да, то есть это можно добавляя корпус чуть-чуть направо, налево. Можно делать в этом положении, и это будет вообще раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этот элемент мы с вами выучили. Давайте отработаем под музыку. Поехали. Итак, следующий элемент я называю good evening. Нет такого названия, это неправильное название, я его придумала, поэтому, если что, не обращайте внимания, просто для удобства, для того, чтобы вы запомнили, и вам было понятненько. Потому что good evening, потому что добрый вечер, какое прекрасное вообще движение. Мы наклоняемся, смотрите, мы стоим с вами ножками в диагональ, давайте сейчас будем стоять в правую диагональ, стопы у нас направлены, коленки 2 втянуты, жопка у нас назад, максимальный прогиб поясницы. Вот, мы с вами опускаемся вниз, сгибаем левую коленку. Левая коленка у нас направляется в диагональ, то есть прямо ее не выравниваем, она направляется в диагональ. Мы тянемся животиком к нашим ножкам, да, то есть у нас максимальный здесь прогиб. Голова максимально остается вверху, и когда мы опускаемся вниз, максимально, насколько нам позволяет наша растяжка, наше тело, когда дошли до пиковой точки, мы опускаем голову вниз и расслабляем корпус. Правая коленка у меня втянута остается, левая согнута в диагональ. И поднимаюсь от головы, то есть голова начинает движение,
а тело потом продолжает его. И мы поднимаемся вверх в исходное положение, когда две коленки втянуты. Еще раз проверяем все положения. Смотрите, когда наклоняемся, мы стараемся жопку отводить прямо назад. Почему я назвала good evening? Потому что в тренажерном зале есть упражнение, кто, может, занимается, знает, есть good morning. Good morning, когда мы наклоняемся, у нас штанга здесь, на жопка идет назад. Вот здесь то же самое, только у нас good evening, да, немножко heels интерпретация. Мы наклоняемся, но жопка идет назад, да, как будто вот тянет нас в ту сторону. Жопка идет назад, мы опускаемся через прогиб, коленка правая втянута, левая согнута, опустились и поднимаемся от головы вверх в исходное положение. Теперь давайте обозначим по ручкам, чтобы нам было комфортно учить. Когда мы опускаемся, у меня ручки идут вдоль ножек, да, вот, по поверхности бедра. Мы опустились, а теперь поднимаемся, и ручки идут по внутренней поверхности бедра, поднимаемся вверх. Еще 7, 8, раз, и 2, 3, 4, и 5, 6, 7, 8. О май гад, it's so sexy. И это движение классно выглядит со всех ракурсов. Я вам сейчас покажу. Со всех ракурсов. Добрый вечер, да? Хорошо выглядит оно. Опускаемся вниз, да? Раз, 2, 3, 4, еще 5, 6 и 7, 8. И теперь не забываем делать то же самое на вторую ножку, да, чтобы все было равномерно. Отрабатываем под музыку. Поехали. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip. Окей, и следующий элемент. Следующий элемент называется кошечка. Но опять же, у меня свой сленг, поэтому этот элемент будет называться киска. Итак, мы с вами садимся в это положение. Давайте для начала попробуем коленки врозь, носочки вместе. Сидим в прогибе, жопка назад, поясница напряжена. Потом прогиб убирается, у меня все тело зажимается, и от головы ныряю вниз за правой ручкой. Ложу свою щечку правую на правую руку и тянусь за правой рукой, как будто мне за правую руку кто-то взял и тянет вперед. И я через прогиб, вот здесь у меня максимальный прогиб, жопка вверх, я опускаюсь вниз, опустилась вниз и поднимаюсь от ягодиц обратно. Здесь у меня прогиб, ягодицы тянут мне назад. Когда я возвращаюсь, у меня прогиб снова уходит, да, то есть обратно, как будто зациклили видео и вернули его в обратную сторону. И отсюда выгибаюсь, прихожу в это положение. Смотрите, когда делаем это движение, я лицом по полу не скольжу. Я ложу сюда ручку и лицо свое ложу на руку, хорошо? То есть не вытирайте своим лицом пол, а вытирайте своей рукой пол. Кому сильно сложно себя оттолкнуть от этого, выйти только за счет ягодиц, потянуть себя вверх, можете помочь себе немножко левой рукой. Левая рука пускай будет опорная. Вот вы об нее облокотились, поднимаете ягодицы и прям помогаете себе левой ручкой, толкаете себя от пола назад. Бум! Приходите в исходное положение. Почему киска? Да? Потому что как кошечка. Вспомните, как кошка тянется. И вот у нее такой пригиб, да, она прям мяу, да, как будто хочется ее прямо здесь вот взять и почесать. Вот хочется, что такое же положение. И вышли вниз максимально. Поднимаемся вверх от ягодиц и вышли вверх. Это же движение можно делать с коленками вместе, да, то есть можно полностью держать тело собранным, сдержанным, и то же самое сделать с коленками вместе. Опуститься вниз, клэп, и вернуться обратно вверх. Принцип тот же, чуть меняется картинка. Может, для кого-то это будет более приятно выглядеть. Отрабатываем под музыку. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. И переходим к следующему элементу. Следующий элемент назовем вертолет ножками. Пускай так будет. Смотрите. Садимся в это положение на локти, облокачиваемся, но стараемся не проваливать голову в плечи, не сутулиться, а держать спинку ровно и голова, чтобы смотрела вверх. В этом положении поднимаем ножки вверх, коленки стараемся держать втянутыми, левая ножка у нас сзади, правая впереди, носочками стремимся в потолок, стараемся максимально натянуть стопы.
Правая ножка у нас согнута и смотрит в сторону, левая смотрит вверх. Теперь в этом положении, это первое наше исходное положение будет, теперь мы сгибаем правую ножку так, чтобы носочки смотрели врозь, коленки при этом максимально соединены. Дальше я сгибаю левую коленку к себе, правая выравнивается, смотрит в потолок, левая максимально к себе прижата. Дальше коленки вместе и стараемся максимально развести носочки в сторону. Теперь поджимаю правую ножку к себе, левая стремится вверх и меняю в исходное положение, просто поменяю ножки. Теперь у меня левая ножка смотрит вправо, а правая ножка смотрит вверх. И коленки стараемся в этом движении максимально не рассоединять, и носочки все время натянуты. Теперь я сгибаю правую ножку, она смотрит в сторону. Теперь правая нога сгибается полностью, левая смотрит вверх. Расходятся стопы, коленки вместе. Правая ножка вверх, левая вниз. И поменяли в исходное положение. Соединяем эти точечки плавно, да? 1, 2, и 3, и 4. Еще 5, 6, 7, 8. Хорошо. А теперь для того, чтобы это было еще амплитуднее и красивее, мы будем начинать с вами с правой диагонали в левой, с левой диагонали в правую, да, то есть те же самые движения, просто будем менять с вами диагональки. Движение такое, как будто вот посмотри на мои красивые длинные ноги, обрати на них внимание, что они умеют, какие они красивые. Окей, делаем то же самое, вводим ножки в диагональ. Правая ножка ложится на левую, левый носочек смотрит у нас в диагональ. Рисуем вертолет, да, то есть на центре мы открываем ножки, закрываем и уводим ножки в правую диагональ. Закрыли, вывернули здесь в рогатку и закрыли теперь в левую диагональ. Нарисовали круг, правая диагональ, нарисовали круг, левая диагональ. 1, и 2, 3, и 4, 5, и 6, 7, и 8. Давайте теперь попробуем сделать это под музыку. She's a little bit psycho, but she follows when I call in the middle of the night. И последний элемент – это волна. Волна – это всегда красиво, всегда сексуально, всегда эффектно и всегда дает возможность почувствовать все свое тело. Итак, мы делаем волну с вами в этом положении. Мы ложимся с вами на спинку. Возьмитесь ручками за каблуки, так будет комфортнее. И начинаем с вами движение от груди. Грудь поднимается вверх, тянет за собой живот. В последнюю очередь у меня поднимаются ягодицы. Я через прогиб поднимаюсь, потом зажимаю ягодицы вверх. Зажала максимально некрасиво. Начинаю отпускаться тоже от груди. Грудь первая идет вниз, тянет за собой живот и опускает за собой ягодицы. Да? То есть и только в последний момент мы расслабляемся, приходим снова в прогиб. И опять начинаем движение от груди. Грудь тянет за собой живот. Тянет за собой ягодицы, мы поднимаемся вверх, зажимаем ягодицы, начинаем опускаться от груди. Опускается грудь, тянет за собой все тело. Еще 1, и 2, еще 3, и 4. И стараемся делать максимально амплитудно, максимально пиковые точки, чтобы наш корпус держал, да? То есть как можно сильнее вверх, потянули корпус так, что уже дальше вы не прогнетесь, зажали ягодицы максимально сильно к себе, так, чтобы дальше уже невозможно зажать, и опускаемся от груди вниз через максимальное положение в теле, да? Еще 1, 2, еще 3, 4, еще 5, 6, еще 7, 8. Хорошо? Отработаем под музыку. Golden retriever boy, go fetch another toy for yourself. You're so unbelievable. Go be a Это был последний элемент. Естественно, это была малая часть из всех возможных движений, которые есть в Heels. Если вам интересно научиться большему, если вам интересен мой подход, моя стилистика, то, конечно же, я жду вас на своем онлайн-курсе. Ссылку оставлю в описании. На этом все. Я надеюсь, вам зашел такой формат. Я надеюсь, у вас получилось выполнить эти элементы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, все ли было понятно, все ли получилось, как вы себя чувствовали себя кошечкой и так далее. И если будете снимать видосики в Инстаграме, не забывайте меня отмечать. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. До новых встреч.